Всем привет! Перед просмотром не забудьте включить субтитры, а также подписаться на канал. Ну а кто хочет поддержать канал донатом, может сделать это, перейдя по ссылке в описании. Что тут интересного у нас? На карте мира у нас есть 4 арены кровавые. Каждая арена дает усиление. Первая арена у нас дает усиление магическое сопротивление и брони по 200 каждому отряду. Вторая башня у нас дает усиление физической атаки. Третья арена у нас дает, опять же, усиление физической атаки. И последняя арена у нас дает сопротивление магии и броню, если не ошибаюсь. Да, так оно и есть, плюс 200. Далее все как в обычном троне. Магические башни, которые, если ты их занимаешь, и твой противник занимает трон, то на троне у него потихонечку снимаются здоровье. То есть все то же самое на троне. Здесь как на троне, ничего нового нету. Ничего не поменялось. Что интересного в самом режиме? Атак бесконечно, но, когда ты атакуешь, например, да, я сейчас атакую этого парня, ага, у меня не хватает, ладно, мы купим. Сделано. Когда ты атакуешь, у тебя есть так называемая выносливость. За каждую атаку минус 20. Выносливость каждые 15 минут усиливается. То есть максимально у тебя может быть 100 выносливости, как у моих вот этих вот героев. Каждая атака минус 20 выносливости. Это как бы усталость героев. У меня 80 написано, сейчас я отправляю, мне должно быть уже 60 или что-то типа того. Проверим, давайте. Написано 61. Ну, в общем, это и есть те 20, которые были. И, кстати, за атаки пепел мы не получаем. И когда заканчивается выносливость, атаки тоже заканчиваются. И надо ждать, пока у тебя выносливость накопится. Там вроде ждешь 15 минут, и после этого у тебя накапливается выносливость определенная. И ты дальше можешь атаковать. Но так как у тебя есть 5 отрядов, ты можешь все это легко сделать. Что еще из интересного? Из интересного то, что у тебя фонтан не восполняется. Ты его должен только покупать за кристаллы. И я так понял, каждый раз по 50. Хотя может будет мясо, здесь не написано ничего об этом. Второе, если тебя сожгли в ноль, у тебя замок в ноль сгорел, ты можешь вернуться назад, но ты получишь всего лишь плюс 20%, потому что он полностью твой замок не похиляет. Потом ты потратишь 500 кристаллов, после этого 700 и так далее. Чем больше ты тратишь, тем больше ты пытаешься вылечить свой замок, тем больше кристаллов тебе нужно тратить. Это очень дорого. Для того, чтобы прыгнуть на другое место, да, например, сейчас я не могу показать, тебе нужно тратить 200 кристаллов за каждый прыжок. Либо какие-то телепортации уже в самом событии. Что еще из интересного в этом событии? Все остальное вроде все так же само. Только один плюс это то, что бесконечно атак. Но опять же, надо свои атаки рассчитывать, как ты атакуешь, сколько ты атакуешь, чтобы у тебя хватило выносливости на героя. Чтобы не было такого, что у тебя просто 5 отрядов не имеют никакой выносливости, и ты просто не можешь атаковать. А так, в целом, это обычный трон, но с 2 серверами и без каких-либо ферм. Все друг другу помогают, все воюют на каждом месте. В общем, у нас 8 точек, где есть много замков, которые воюют. Посмотрите. И это круто. 8 точек. 4 арены, 4 башни. И самая основная, это 9-я, это трон, на котором все топы прыгнули и атакуют его. А по тактике, как выиграть, ну, мне кажется, логично, да, то, что сюда не надо отправлять слабые отряды, потому что топы просто будут их выносить. Вот и все. Весь раунд длится целые сутки. Вот за все это время, чей сервер больше держит трон, тот сервер выиграл. На сегодняшний момент, на сейчас, прошло сколько времени у нас, 1,5 часа держит 902 мергер, 4 минуты держал 901 мергер. Пока что 902 впереди, но это еще не только начало. И еще чуть не забыл, самое интересное, когда я в атаке, как вы видите, я в атаке, да, я атакую замок.
моя стена не получает минус 30%. То есть мои герои имеют полную силу. И это на самом деле тоже очень хорошо. В общем, это были общие правила этого события. Обычный трон с некоторыми доработками и с очень большим активом. Как-то так. Насчет наемников, я не знаю, баг это или нет, но наемники сейчас бесконечные. То есть, после того, как вы потеряли немного наемников в бою, то они не минусуются из лагеря наемников. Исходя из этой информации, логично то, что наемников нужно использовать. Но, опять же, это мог быть обычный баг, поэтому в следующей войне я это обязательно проверю. Вот еще одна тактика по наемникам. Перед боем у вас обязательно должны быть наемники всех видов. Наемники вот эти, вот эти, вот эти. Эти, может, нет. Вот эти, да, эти тоже, да. И паразиты должны быть как минимум. Для чего? Объясню. Для того, чтобы если вас атакует кто-то с контрнаемниками, то вы просто ставите контр ему и атакуете его тоже. Ну, и либо защиту ставите. Ну и, как мы видим, осталось 22 минуты до окончания похода. Давайте же посмотрим, какой из серверов все-таки победил. Итак, меня до сих пор не сожгли. Как мы видим, тут очень много осталось из 902 сервера. Что-то я не вижу, ребята, 901. Ну, в общем, смотрим, кто же победил. Итак, 23 часа держит 902 и всего лишь 8 минут держал 901 сервер. Безоговорочная победа 902 сервера, поздравляем. На самом деле они очень организованно сыграли, ну и, конечно же, их было очень много. Поэтому поздравляю еще раз их с такой, я бы сказал, легкой победой. Давайте перейдем к подаркам и посмотрим, что же я получил. Итак, я собрал 4800 очков, и на эти очки я не могу купить ничего, ну так как я особо и не воевал, поэтому здесь я не могу ничего купить. Перейдем же к вторым подаркам. Здесь я получил титул, и поэтому я получаю подарки. И также я должен получить подарки здесь. Да. В итоге, я бы не сказал, что здесь прям супер подарки. Разве что если собрать 80 тысяч очков и получить 10 красных флагов. Но все же подарки слабенькие. Ну, если вы ничего не тратите в самом режиме, то подарки хорошие. Но если вы хотите победить, то, конечно же, вам придется потратить кристаллов немного. Как-то так, это были все подарки. Решать вам, хорошие они или нет. А на этом все. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписаться на канал. И всем пока-пока.